Облегченная версия, которая имеет обширный функционал, поддержку фирменного приложения, стильный дизайн, качественную сборку. Также данная модель может похвастаться поддержкой технологии активного шумоподавления до 48 дБ, режимом прозрачности, временем автономной работы до 38 часов вместе с боксом, кодеком LHDC версии 5.0, профессиональной настройкой звучания. Это прям очень маленькая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам под названием OnePlus Buds Pro 2R. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам как всегда расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в такой же упаковке, как OnePlus Buds 2. На ней есть изображение, краткая характеристика и название модели. Пакинг хороший, упаковка пришла целая, как и само устройство. В комплекте мы имеем краткое руководство на китайском языке, бокс-наушники, короткий кабель для зарядки с USB-A на Type-C, 3 пары амбушюр разных размеров. Весит бокс 45,6 грамма, один наушник весит 5 граммов. Габариты бокса 61 на 50 на 25 мм. Габариты наушников 32 на 22 на 18 мм. Звуковод овальной формы с металлической сеточкой и выступом для удержания амбушюр. Его размеры 5,9 на 4,6 на 3,3 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. На Mi Band 8 китайской версии обзор уже был на канале, как и обзор с его настройкой. Когда выйдет глобалка, буду 8 разыгрывать. Помимо этого, еще Poco F5 разыгрывается в этом месяце, так что смотрим в описании ссылку на запись стрима с условиями. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного. Взаимопомощи, там вы можете спросить, что лучше купить за те средства, которыми вы располагаете. И мой личный телеграм-канал, чтобы быть в курсе, какие новинки скоро будут на канале. Напоминаю, обзоры каждый день. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. OnePlus Buds Pro 2R. Слегка урезанная версия OnePlus Buds Pro 2. Далее в ролике я расскажу, в чем разница между этими двумя моделями, но она минимальна. В продаже имеется две расцветки на выбор, это черная и белая. Внешне что бокс, что наушники не отличаются от Buds Pro 2. Выполнен бокс из матового легкого пластика, бокс не марки, ко всему потертости на боксе моментально не появляются, за что отдельный плюс. В кармане практически не мешаются, на корпусе расположили надпись OnePlus Dino Audio LED-индикатор, который расположили рядом с выступом для удобного открытия крышки и, разумеется, разъем Type-C. Открыть одной рукой бокс можно, крышка имеет фиксацию в открытом состоянии, ко всему шарнир металлический. Сборка хорошая, но крышка слегка люфтит. Хлопок при закрытии бокса глуховатый, внутри расположили два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом и кнопку для сопряжения. Наушники в боксе не гуляют, чтобы вытряхнуть их из бокса с закрытой крышкой нужно приложить усилия. Извлекать наушники из бокса удобно, за что плюс. Переходим к наушникам. Ножка у наушников глянцевая, а верхняя часть матовая. Сборка качественная, выглядят они аккуратно. Посадка топовая, из ушей они сильно не выпирают. При длительной носке уши не устают, во время пробежки из ушей не выпадают. Пассивная шумоизоляция отличная. На корпусе расположили по 2 контакта для зарядки, по 3 микрофона с устойчивой конструкцией к шуму ветра, датчики приближения, область сжатия для управления и все. Из команд на борту плей-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова, вызов голосового ассистента, включение режима низкой задержки и переключение между режимами. Плюс за то, что здесь управление происходит сжатиями ножки, но минус в том, что сжимать нужно довольно сильно, и из-за этого даже переключать треки неудобно. Настроить команды можно, команды сопровождаются приятными системными звуками. Есть управление камерой, но только в паре с OnePlus. Как и Buds Pro 2, нету регулировки громкости, что, как по мне, фейл, и регулировать громкость можно только с помощью голосового помощника, ну или со смартфона. Наушники оснащены чипом BES2620YP, 11-мм динамическими низкочастотными драйверами с катушкой, плюс 6-мм твиттерами. Акустическая система Hi-Fi класса разработана совместно с DIN Audio, диапазон частот от 10 Гц до 40 кГц, активное шумоподавление до 48 дБ на борту. ANC работает корректно, как и Buds Pro 2. Есть интеллектуальное персонализированное шумоподавление, которое подстраивается под структуру уха, умное шумоподавление и 3 стандартных режима активного шумодава ANC. Режим прозрачности также на борту, отрабатывает он хорошо. Что ANC, что режим прозрачности могут работать в паре с одним наушником, что удобно. Полноценный мультипоинт до 2 устройств с автоматическим переключением на борту, датчики приближения отрабатывают шустро и корректно, ко всему их можно включить-выключить в приложении. Первое отличие между двумя этими моделями это то, что OnePlus Buds Pro 2R не поддерживает слежение за шейным отделом позвоночника, и технологию пространственного звука тоже не поддерживают. Мне, как пользователю, который не особо пользуется этими
функциями это не столь важно. Разумеется, кому-то нравится использовать эту технологию для просмотра фильмов или игр, я не про шейный отдел, тут все на вкус и цвет. Из полезного OnePlus Buds Pro 2R имеет технологию Golden Sense of Hearing для индивидуального звучания, функцию Smart Dynamic Bass, с помощью которой наушники могут динамически усиливать басы в режиме реального времени. Ко всему можно самому регулировать усиление и уменьшать амплитуду басов. Zen Mode Air с некоторыми видами белого шума, к примеру, белый шум для медитации, белый шум на ночь на природе и не только. Заряд наушников в шторке, конечно же, отображается по одному, работают и переподключение, разумеется, бесшовное. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. Наушники поддерживают Google Fast Pair, но вот анимацию в паре с OnePlus 10T я не обнаружил. Летим дальше. Емкость аккумулятора бокса 520 мАч. Второе отличие — это отсутствие беспроводной зарядки, хотя, как по мне, могли бы и оставить ее. Емкость аккумулятора одного наушника 60 мАч. Полный цикл зарядки по кабелю наушников и бокса в среднем 1 час 45 минут. Наушники можно перезарядить от бокса полных 4 раза. Саморазряд у бокса я не наблюдал. 100% заряда наушников хватает на 5 часов 15 минут прослушивания музыки на 100% громкости по кодеку LHDC, без включенной функции ANC. Разряд неравномерный, разница около 10%, время автономной работы такое же, как в Buds Pro 2. 10 минут в боксе дают в среднем 1 час прослушивания музыки в тех же условиях, что неплохо, а с боксом данная пара прослушает 25 часов с таким сценарием использования, что очень хороший результат. Водонепроницаемость класса IP55 у наушников, а у бокса IPX4. Я искупал наушники в воде около 30 секунд, после чего просушил их, по итогу с ними все в порядке, функционал не пострадал, плавать вместе с наушниками нельзя, и отмечу, что все тесты и записи примера микрофона я проводил до того, как я окунул их в воду. На смартфонах OnePlus все настройки доступны во вкладке Bluetooth, если же использовать смартфон другого бренда, то нужно скачать приложение Hey Melody. В настройках наушников мы имеем заряд наушников и бокса по отдельности, ко всему в процентах, настройку режимов, включение персонализированного шумоподавления, далее есть эквалайзер с 5 предустановками, одна из которых персонализированная настройка Hans Zimmer, включение функция Bass Wave, и даже можно настроить 3 кастомных 6-полосных эквалайзера, включение режима высокого разрешения, настройка золотого профиля звука, настройка сжатий, включение функций для управления камерой, вкладка Multipoint, проверка прилегания наушников, поиск наушников, переход к Dolby Atmos и обновление прошивки. И мне обновления уже прилетали. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3 использует технологию LE Audio Bluetooth Audio и кодирование LC3. Также из кодеков на борту AAC и SBC, как вы уже поняли, LHDC версии 5.0 со скоростью передачи до 1 мегабита в секунду. По стабильности связи все отлично, через 2 стены не отваливались и фризов я не наблюдал. По заявлению производителя, задержка с включенным режимом низкой задержки составляет всего 54 миллисекунды. По моим тестам, задержка с включенным режимом на YouTube минимальная, как в целом и в играх. Играть более чем комфортно. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с чувствительностью 38 дБ с шумоподавлением Sunmai на базе AI отрабатывают не лучшим образом, так как есть сильный перегруз и искажение голоса. Опять же, если находиться в помещении, где нет постороннего шума, дела обстоят куда лучше. В примеры вы сейчас услышите. И вот он момент истины. OnePlus Buds 2R, беленькие, тест микрофонов. И сейчас, как вы видите, по моим волосам или волосам окружающих, ветра здесь более чем достаточно. Вот так вас примерно так вас будут слышать собеседники. Если вы будете на 34 метра над уровнем моря разговаривать при ветре, когда вокруг много-много музыки, много людей разговаривает. И в целом микрофоны, по мне, неплохие. Опять же, помним, что 2R это чуть-чуть урезанная версия двойки, но по большому счету те же тапки только в профиль и выгоднее.
И это хорошо. Звучание. Разницы между OnePlus Buds 2 и 2R в плане звучания нет. Если говорить о звучании подробнее, то в стоке запас громкости более чем достаточный, наушники очень громкие. Звучание однозначно мощное, детализированное, с уклоном в низкие частоты, но при этом хорошо сбалансированное, и каши даже на максимальной громкости не слышно. Бас плотный и глубокий, средний бас в наличии, как и многослойность. Середина с отличной проработкой, верха звучат приятно и отчетливо, звучание с глубиной и довольно широкой сценой, как для ТВС-ок. Персонализировать звучание стоковыми функциями и эквалайзером можно без проблем, откликается данная пара. На изменения отлично, из минусов нет регулировки громкости прямо с наушников, неудобное управление только из-за того, что приходится сильно сжимать ножки наушников. Убрали беспроводную зарядку, и цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного, а на лайве я выгружаю сейчас минутные обзоры, в принципе, на все. Польза NetLive тоже в описании. Там, кстати, проходят стримы с розыгрышами всех девайсов, о которых я вам вначале рассказывал. Резюмируя, беспроводные наушники OnePlus Buds Pro 2R, топовые наушники, как и Buds Pro 2, но учитывая, что на Али они сейчас практически по одной и той же цене, я бы советовал купить старшую версию. Обе эти модели спокойно работают с разными смартфонами, даже с яблоком. Конечно, функционал слегка урезан, но это стандартная ситуация. Если 2R будет значительно дешевле, чем Pro 2, то берите 2R. Девайсу однозначное да. Всем, кто посмотрел, огромное спасибо за просмотр. Кто оставил комментарий больше 5 слов, двойное спасибо. Знайте, вы помогаете проекту.